Привет! В этом видео поговорим о французских предлогах, которые используются после глагола «идти». Как правильно сказать по-французски «я иду в магазин», «я иду в булочную», «я иду к врачу»? Согласитесь, такие фразы очень пригодятся в повседневном общении. Итак, во французском языке после глагола «aller» «идти» чаще всего используются два предлога «à» или «chez». Правило здесь довольно простое. Если мы говорим о человеке, конкретном человеке или названии профессии, то используем предлог chez. Поэтому мы скажем «Je vais chez ma sœur» – я иду к сестре. «Je vais chez le médecin» – иду к врачу. «Je vais chez le coiffeur» – иду к парикмахеру или в парикмахерскую. Обратите внимание, в последних двух примерах с названиями профессий используются определенные артикли le médecin, le coiffeur. Почему именно определенные артикли? Потому что во Франции предполагается, что если вы идете к врачу или парикмахеру, то это, скорее всего, ваш врач или ваш парикмахер, которого вы уже знаете и к которому вы ходите регулярно. Поэтому и говорим chez le médecin, chez le coiffeur. Теперь рассмотрим второй случай, если после глагола aller мы указываем не человека, а место. В этом случае используется предлог «à». Поэтому мы скажем «Je vais à la boulangerie» – я иду в булочную, «Je vais au marché» – иду на рынок, «Je vais au centre médical» – иду в медицинский центр. Два важных напоминания. Первое. В предлоге «à» обязательно на письме ставим значок accent grave, чтобы не спутать его с глаголом avoir. И второе. Не забываем про слитные формы в мужском роде и во множественном числе. Поэтому мы скажем au marché, au centre médical. А как быть, если место, куда вы идете, обозначено аббревиатурой? Например, вам нужно обратиться по поводу счета за электричество во французскую энергокомпанию EDF или по-французски EDF. Или вы собираетесь за покупками в BHV, точнее Le BHV. Это один из самых известных и старых универмагов Парижа. Здесь работает простое правило. Если аббревиатура используется с артиклем, как, например, le BHV, то выбираем предлог «à». И если артикля нет, используем предлог chez. Поэтому мы скажем «je vais chez EDF», но «je vais au BHV». Надеюсь, пока все понятно. Ну и, наконец, какой предлог использовать с названиями брендов? Например, IKEA, Leroy Merlin, Citroën. Здесь действует довольно интересное правило. Если в названии бренда используется имя или фамилия, чаще всего основателя, или само слово воспринимается как имя или фамилия, то используется предлог chez. В остальных случаях предлог «à», что кажется логично. Поэтому мы скажем «je vais à IKEA», но «je vais chez Leroy Merlin», «je vais chez Citroën». При этом отмечу, что сами французы иногда путаются с этим правилом и не всегда уверены, какой предлог использовать. Например, название бренда Zara воспринимается как имя или нет. Поэтому можно услышать «je vais à Zara», а можно услышать «je vais chez Zara». Надеюсь, эта информация будет для вас полезной. Советую для закрепления материала составить пару собственных фраз с этими предлогами. Можете поделиться ими в комментариях. Я обязательно посмотрю. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Так у меня будет больше мотивации записывать новые ролики. А пока, до скорой встречи. À très bientôt.